Как-то раз я уже рассказывал о китайском поваре Ване, у которого многому научился. По ссылке в описании к этому ролику вы можете найти очень простой и понятный рецепт очень быстро замаринованных огурцов. Все, кто повторил этот рецепт, пришли в абсолютный восторг. А сегодня еще один хит от Вани – маринованный язык. Все как обычно в китайской кухне. Красный перчик, не слишком острый. Но вот и первая хитрость. Чтобы имбирь отдал как можно больше своего аромата в маринад, раздавите его при помощи плоскости ножа. И все перекладываем в кастрюлю, где уже кипит примерно 1 литр воды. Такого количества маринада как раз хватит на 1 говяжий язык. Но если близятся праздники, я советую приготовить сразу 2 или 3 говяжьих языка. Вы будете мне благодарны. Но в этом случае все пропорции маринада следует увеличить. И воды 2 или 3 литра, и соевого соуса 2 или 3 стакана. Да и вот чеснок. Не 1 головка мелко нарубленного чеснока, а сразу 2 или 3 головки. Вот с уксусом следует быть аккуратным. Не лейте сразу весь стакан уксуса, налейте сначала половину. Попробуйте. Маринад должен получиться не просто ароматным и приятно острым, но еще и пробуждать аппетит. Вот если попробовали и рот наполнился слюной, значит, почти что все правильно. Только теперь необходимо вдвойне усилить его кислоту, его сладость и его соленость. Ведь в язык, либо любой другой продукт, который будет храниться в этом маринаде, перейдет только половина базовых вкусов. Поэтому я добавляю и уксус, и сахар, и соль. Да, очень многие люди переоценивают соленость соевого соуса. Да и кроме того, база этого маринада – вода, обычная вода. А соли должно быть столько, чтобы продукты не испортились. Да и кроме того, чтобы продукты правильно просолились. А ну-ка, попробуем еще раз. Вот теперь-то все хорошо. Однако не хватает поистине китайского аромата. Того, который способен дать бадьян, либо звездчатый анис, как называют еще эту специю. В принципе, можно и обойтись. Но поверьте, с анисом, с бадьяном очень вкусно. На первый взгляд может показаться, что 5-6 звездочек бадьяна – это слишком много. Но ведь мы не будем пить этот маринад, вот этот компот. Мы будем есть язык, который полежит в этом маринаде. И язык должен приобрести эти восхитительные вкусы и пропитаться этими замечательными ароматами. Вот он, язык. Отваренный, уже охлажденный. Разумеется, очищенный. Если до праздника есть еще 3-4 дня, нарезать язык не надо. А если хочется попробовать язык уже сегодня, либо в крайнем случае завтра, нарежьте его ломтиками толщиной примерно в полсантиметра. Опустите его в горячий маринад, который только что кипел. И он станет готов, как только маринад остынет. Но следует иметь в виду, что это не основное блюдо, а закуска. И если вы понимаете, что вы не съедите весь язык за один присест, то оставьте часть языка крупным куском. Пусть постоит в маринаде 2-3 дня, и он тоже просолится и приготовится, и станет, может быть, еще вкуснее скороспелого. Разумеется, после того, как маринад полностью остынет, кастрюлю вместе с языком следует убрать в холодильник. Но первые ломтики можно попробовать уже сегодня вечером. Самый лучший подарок
тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Застелите стол красивой шелковой скатертью. Выложите язык на подходящее блюдо. Украсьте его ломтиками красного перца. И непременно пробуйте язык китайскими палочками. Вспоминаем Китай и великую китайскую кухню. Приятного аппетита! Хауэй, хауэй, хауэй. 多吃